Всем привет! Меня зовут Артем, и вы на канале Коптим вместе. Сегодня я хочу поделиться с вами простым и в то же время вкуснейшим рецептом приготовления свиных ребрышек холодным способом, холодным копчением. Перед началом ролика хочу порекомендовать вам интернет-магазин Fresh Meat 36. Это лично мое производство. Я изготавливаю вкуснейшие домашние консервированные продукты. К примеру, возьму баночку, у меня тут что? Каша перловая с говядиной, полноценное второе блюдо. Разогрел и съел. Можно даже в холодном виде, в полевых условиях. Будет замечательно и вкусно. Также есть большой выбор тушенок. Да, вот, к примеру, наша классическая свиная тушеночка. Также есть говядина и многое другое. Кто ценит свое время, вкусную, правильную пищу, пожалуйста, заходите в интернет-магазин, ссылочку я оставлю прямо под этим видео, а также вот номер телефона, вот здесь прямо, вот вы увидите, по которому вы можете мне позвонить и заказать вкуснейшие консервы. Также у нас группа ВКонтакте есть, в которой можно тоже сделать заказ. Все ссылки будут внизу. Итак, начинаем. Рецепт до безобразия простой. Что нам для этого понадобится? Это сами свиные ребрышки. Посмотрите, какой спил, шикарный, ровный, прям красота. Соль нитритная и сахар. Все. Все. Вот такие вот незамысловатые у нас будут ингредиенты. Для начала наша задача удалить пленку с ребер. Потому что пленка не даст нашему маринаду, нашей соли проникнуть внутрь мяса. Поддел, палец туда просовываем, зацепился и целиком вот так вот снял. Сейчас я проведу эту нехитрую манипуляцию со всеми ребрами. Кстати, у меня на столе 8 килограмм. Да. И затем включимся, покажу, что будем делать дальше. Теперь наша задача смешать соль и сахар. Тщательно все это дело перемешать. Это у нас будет посолочная смесь. Солить сегодня мы будем сухим способом. Берем ребрышко и посыпаем его с двух сторон солью, сахаром. Все просто, да, как все гениальное просто. По поводу рецептуры, сколько чего я брал, рецепт будет в описании. Просто посыпаем и немножечко втираем. Наша задача с вами равномерно распределить соль, ну, как бы посолочную смесь среди всех ребрышек. Я закончил процесс просолки мяса, засолки мяса. Теперь я убираю ребрышки на одни сутки в холодильник. Температурный диапазон там плюс 2, плюс 4 градуса. Вот. За это время ребра полностью просолятся, поскольку они достаточно тонкие. Завтра тогда встретимся, и я буду показывать, рассказывать, что же мы будем с ними дальше делать. Прошли сутки, а это означает, что ребра наши просолились. Ну, не наши, а вот эти. Так. Не, ну все, отлично. Запах прекрасный, ничего у нас не пропало. Видите, такая красниночка появилась. Это как раз работа нитритной соли. Все, значит, теперь наша задача одеть мясо на крючки. Так, угу. Вот таким образом. Вообще, видите, рецепт наипростейший. Никаких заморочек, а то вы некоторые пишете, вот покажи простой рецепт. Вот простой рецепт вам. Сегодня мы будем готовить на пару в термокамере. Понятное дело, что не у всех есть такое оборудование. Вы не переживайте, не отчаивайтесь. Во-первых, вы можете его всегда купить у компании Hobby Smoke. Ссылочку на них я оставлю прямо под этим видео внизу. Но также вы эти ребра можете приготовить следующим образом. Вы их можете сварить в обычной кастрюле. Вот. При температуре 80 градусов. То есть придерживайтесь такому температурному режиму, чтобы у вас ребрышки получились, как, знаете, типа а-ля су-вид. Вот. Либо в су-виде вы можете сварить. Поэтому здесь как бы оборудование взаимозаменяемое в этом плане. Дальше, что еще могу сказать вам. У кого нет возможности приобретать термокамеру, вы можете, после того, как сварили,
ребра, закоптить их в самой простой коптильне, также от компании Hobby Smoke. Есть такая коптильня деревянная, есть емкость металлическая из нержавейки, емкость супер называется. Вот. Очень бюджетные варианты. Самая главная задача — это довести ребра до кулинарной готовности. И затем просто закоптить их холодным дымом, как это я буду сегодня делать. Ну, вы увидите немножечко это позже, но теоретическую часть я вам рассказал. Поэтому данный рецепт может повторить абсолютно каждый. Даже если у вас нет абсолютно никаких коптилен, термокамер и тому подобное, просто достаточно дымогенератора, даже лабиринтного, у компании Hobby Smoke есть и такие дымогенераторы, и картонной коробки. Да, просто картонная коробка там из-под какого-нибудь, я не знаю, там телевизора там, или еще из-под чего-нибудь. Видите, как рецепт простой и доступен абсолютно каждому. Все, сейчас я одену все крючки, развешу в термокамере и включимся. Ребра в термокамере. И перед тем, как я начну включать оборудование, убедитесь в том, что вода в парогенератор у вас залита. Вот. Теперь рассказываю, что я буду делать дальше. Значит, включу сейчас термокамеру, выставлю температуру в 80 градусов и буду доводить до кулинарной готовности наши ребра на пару. Кулинарная готовность будет составлять 70 градусов. После того, как мы достигнем нужную нам температуру, а вот вы увидите, что я буду делать дальше. Не буду забегать вперед и рассказывать о своих дальнейших действиях. Так, включаю оборудование. Вот это самолет. Он же русский. Все загудело, конвекция работает. При режиме варки все трубы, все шиберы должны быть закрыты. Так, температура у меня выставлена вот на 80 градусов. На данный момент в термокамере 18, а в ребрах 6. Так, выставляю 70. Многие скажут: Артем, нужно отеплять сначала. Ребят, в данном оборудовании мы можем делать все сразу. Прям врубаем пар и доводим до кулинарной готовности. Вот так вот. Результатом будете довольны, я вас уверяю. Так, все. Закрываю и ждем, когда температура поднимется до 70 градусов. Прошло около 2 часов. Ребра готовы, ну как, дошли до своей кулинарной готовности, до 70 градусов. Сейчас открою термокамеру и посмотрим, что же там с ними интересного происходит. Ох, пар какой! Лошадь. Но лошадь ничего не сказала. На минутку буквально выключу термокамеру, чтобы вам было лучше слышно. Ну вот такая красота за моей спиной. Ребра уже можно кушать, но мы же хотим сделать еще вкуснее, поэтому мы их будем коптить. Прежде чем коптить, мы должны их подготовить к копчению, правильно? Потому что золотое правило гласит нам о том, что дым ложится только на сухой продукт. Поэтому я выставляю температуру в 30 градусов. Ну, сейчас выставлю. Вот. Затем буду сушить до лакового покрытия, до лаковой корочки. После этого мы уже приступим к процессу копчения. Но я обязательно это покажу. Поэтому готовим продукт к копчению. Сушим его. Закрываю. И моя задача открыть шиберы. Входной и выходной. То есть левую и правую трубу нужно нам открыть. Сейчас буду прыгать. Прошло буквально 40 минут. Открываю термокамеру и смотрим на результат. Ну все, замечательно.
ребрышки подсушились, подвялились и полностью готовы к копчению. Теперь я закрываю термокамеру и начинаю процесс копчения. Коптить сегодня я буду на смеси двух щеп – ольха и груша. Теперь я засыпаю щепу в дымогенератор и подаю дым. Коптить я буду до желаемого цвета и аромата. Сколько по времени мне это заняло, я вам скажу уже по факту. Да, кстати, коптить мы будем при температуре также 30 градусов. Включаю компрессор дымогенератора и поджигаю щепу. Как только ребрышки закоптятся, я подготовлюсь к дегустации, и тогда уже включимся, посмотрим цвет, оценим аромат, ну и, естественно, на вкус. Ну что, дорогие друзья, мы готовы к дегустации. Конечно, по-хорошему, после того, как ребра прокоптились, их бы проветрить. Да, я всегда об этом говорю, что лучше их проветрить, убрать в холодильник, чтобы вкус выровнялся. Я не могу себе это позволить морально, потому что я хочу здесь и сейчас, вот сию минуту. И причем не один я. Сейчас вы увидите. Ну, естественно. Пафан, иди сюда, короче, тут все и так понятно. Был сразу стоять, да? Вот. Уже наготове. Привет всем. Да, у нас еще гость за кадром стоит, переминается с ноги на ногу, чешется весь, хочет попробовать. Хочет. Проходи, смеется, стоит. Да. Добрый день. Так, Так, ну что? ну сегодня ребра. Ребра. Рецепт, а я пока не буду говорить. Ну, не буду ничего говорить. Беру и режу. Вот прям вот беру и режу ребрышко. Посмотрите, какой замечательный срез. Все просолилось идеально. Берите, господа, по кусочку. Ну-ка. Ну, как Вован, ты главный дегустатор, я только начинаю. Ваше здоровье, господа. Прям Вот ты говорил, ребра другие, да, они Другие. такие жирные, прям Не мясо такие. мясное. и ты говорил, пожевать ты любишь, да? Да. Пожуй. Вот это на Ты пожевать. понял? Ты понял? Это четко на пожевать. Ты знаешь, вот мне, когда в ресторанах дают, и я смотрю, как другие делают на ютубе. Да, ваше здоровье. Да, сегодня хоть пятница, я вот доеду, кстати, до дома, и у меня будет вторая дегустация. Правильно. Правильно. Это... И когда делают ребра, когда вот кости вот так вот отделяются, вот мне это напоминает тушенку. Вот если ты берешь ребра, они должны нам пожевать. А придет время, мы еще придем к тушенке. Вот. Ну, шикарный. Вот реально шикарный. Вот скажи мне, соль, специи, как тебе? Отдать тебе должное, все, что касается соли, не дать не взять. Да? Да. Вот сколько я у тебя пробовал, за Понятно. кадром. Да. За кадром. Первый раз кадр. Не дать не взять. И причем даже я, когда делал по твоему рецепту, хочу сказать, что это первый кулинарный блогер, на которого я подписался. Да. Вот. И когда я сам делал твои рецепты, думаю, да я что-нибудь добавлю, что-нибудь не то. Вот если там написано вот столько, вот Чётко. нужно четко. Ни Ну вот туда, ни сюда. Я по соли, например, скажу, что это соль под пиво прям отлично. Ну вот тут... Тут прям... Вот. То есть вы специально это? Нет, тут на самом деле соль выверена. Вот Я скажи имею в мне, виду, они чуть больше сольны, чем обычно. Вот прям на, я не знаю, на, Не знаю, на мне прям- 10%. Ты просто на язык прям попробуй. не знаю, все пробуем. Я говорю, отлично. Ну, прям под пивас огонь. Так, я хочу спросить у вас, что вы чувствуете в посолочной смеси, вот во вкусе? Кроме соли. Ну, вообще, да. Соль-то понятно. Я что-то типа меда, что-то сладкое чувствую. Не, ну сахарок тут есть.
Чуть-чуть. Так. Перец, я бы не сказал, что здесь перец есть. Если есть какой-то... Я бы, знаете, как что бы сказал? Но я знаю, что этого нет. Виет. Какие-то это- слова заморские. Мы русские. Это усилитель вкуса. Это знаешь, когда ты Ну. хочешь, чтобы что-то такое сделало из не очень хорошего, хорошего, всегда добавляют виету и... Не будет тебе, Да. короче, из Г сделать конфету, да? Да. У нас так не работает. Не, Мы- ну шикарно. Вот прям Ну так что, соль, сахар, говоришь? сахар. Что еще? Ну что-то сладкое, они сладкие. Но они, вот сладость, она потом. Да, вот чуть-чуть, да, чуть-чуть прям- доходит, глянь. Она, Да. да. Ну, конечно. Мясо, ребра сами. Здесь рецепт соль и сахар. Соль, сахар. Да, да. Бля, тут дело Я, Опять на нас сэкономил. Ага. Вот так вот. вот ты представляешь, ты их позови, ты их накорми, и они тебе еще обхают. Сэкономил, говорит. Полгорода объехал, когда ребра эти искал. По копчению. Что По скажешь? копчению вообще. Вот, ну правильно, как ты сказал, если им сейчас хотя бы Часика 2-3 повисеть. 2-3 повисеть вот в холодильнике, Не, повисеть просто, а Ну, потом и в потом холодильничек, да, да. и потом холодный. О, да это что? Мне и так. Я и так их холодным коптил при 30 градусах, но они, видишь, ну чуть-чуть тепленькие, ну как еле-еле температура. Ну, да, дым, но он выветрится и будет, потому что... Но я же сказал, мы же не можем просто ждать, поэтому терпеть. На дым, я думаю, нельзя сейчас обращать внимание, потому что он сейчас снесет. Ну, я бы не сказал даже сейчас, что он сильный есть. Нет, ну он есть. Он как-то, есть. Вот есть. Но я всегда люблю сделать именно подкопченый. А то, когда, знаешь, понадымят там до черноты, его есть невозможно, там ни мясо, там ни ребро, ничего там. На вкус и цвет фломастеры разные. Помнишь, мы в каком-то магазине Ты посмотри, с тобой- Привет вообще. Ну, ты посмотри, цвет. Ребята, ну мы будем закругляться. Ну, точнее, закругляться по еде мы не будем. Мы будем закругляться по видео, да. А вы жуете. Ты рассказывай. Да, нам больше достанется. Всю эту красоту и вкусноту я приготовил на оборудование от компании Hobby Smoke. У ребят есть огромный выбор термокамер, коптилин, других емкостей, дымогенераторов и много сопутствующих товаров для копчения. Поэтому ссылку я на них оставляю прямо под этим видео. Не забудьте переходить по ссылке, потому что, перейдя по ней, вы получите еще скидку 10% и консультации от меня. Имейте это в виду. Если вы просто будете звонить им, ну, как бы, пожалуйста, купите, но вы лишитесь основных моментов по поводу консультации, как запуститься и так далее. Как правильно оборудование там начать, с оборудованием работать. Какую кнопку первый нажимать? Да, какую второй, да? Вот. А так, если вам все понравилось, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх. Жирные пальцы. Да. Такие. Да. Так, вот, Да, вот так. вот так. Пишите комментарии, задавайте любые вопросы. Ну и давайте дружить как? Семьями. С семьями, да. Вкусно. Да. Да. Ну, не забывайте про нашу страничку ВКонтакте, группу ВКонтакте, Яндекс.Зен, там что-то у нас Телеграм еще есть, и интернет-магазин Freshmeat 36, где вы можете купить настоящие вкусные консервы. Все, друзья, всем удачи и пока. Но теперь можем нормально поесть, да? Да. Вот, чтобы вот так все лицо было Я же грязное, тебе да? сказал, я пил, я ее за раз сейчас выпью в эту жару.